Добро пожаловать на мой канал, мои дорогие пассажиры. За рулем металлоколесах. Без долгих вступлений представляю вам настоящего феникса, возрожденного из пепла. Самый культовый американский внедорожник Hammer. Газпол, поехали! Американцы представили новый электровнедорожник Hammer EV SAF, который по сути является пикапом Hammer EV, но с кабиной на месте грузового отсека. В обоих моделях используется одна и та же платформа и идентичные решения. Однако, все же есть и различия, вызванные различным позиционированием. Во-первых, кроссовер на полметра короче пикапа, так как в городе важнее маневренность и адекватные для плотного движения габариты. Естественно, меньше колесная база, однако места внутри без проблем хватает на 5 человек. Первая версия Hammer EV2 получит два электродвигателя Ultimum Drive с мощностью 625 лошадиных сил и крутящим моментом в 10 033 ньютон-метра, а также запас хода порядка 400 километров. Ее стоимость составляет $79 995, а продажи стартуют только весной 2024 года. Второй вариант Hammer EV2X получит аналогичную по характеристикам пару электродвигателей. Однако запас хода будет увеличен до 480 км. Добавок к стандартным особенностям начальной версии, эта модификация получит поддержку режимов Crab Walk и Extract Mode, а также подвеску Adaptive Air Suspension. Стоимость данной версии равна $89 995. Срок выхода на рынок – весна 2023 года. Вариант EV3X оснащается тремя электродвигателями суммарной мощностью 830 лошадиных сил с крутящим моментом 15 600 ньютон-метров, что позволило реализовать функцию Torque Vectoring. Запас хода остался неизменным по сравнению с предыдущей версией – это 480 километров. Такой Hammer можно будет приобрести весной 2023 года по цене $99 995. В начале 2023 года покупателям приедет версия Hammer EV Edition One с тремя двигателями с мощностью 830 лошадиных сил, где разгон до сотни менее чем за 3 секунды, а запас хода 480 километров. Такая версия обойдется в $105 595. Также будет вариант с пакетом Extreme Offroad стоимостью $110 000. Таким образом, первый кроссовер Hammer EV SAF выйдет на дороге только в 2023 году, тогда как электропикап можно будет увидеть вживую уже в текущем году. Интерьер и оснащение салона электровнедорожника оснащен двумя рядами сидений с 5 посадочными местами. Жесткие панели крыши могут легко демонтироваться и складываются в передний багажник. Доступ в задний грузовой отсек открывает распашная дверь, на которой крепится запасное колесо. Водительское место удивит по-своему. Панель приборов только цифровая. Рулевое колесо оставили в стиле легендарного внедорожника, лишь слегка модернизировали его. По стандарту руль рассчитан на 3 спицы, 2 из которых отведены под функциональные кнопки. Центральную часть руля заняла фирменная надпись модели, а вот сверху расположили небольшую LED-полоску, которая указывает на уровень заряда аккумулятора. Несмотря на современный дизайн, интерьер выполнен в строгих, грубых формах. Тем не менее, именно такой дизайн больше всего напоминает о легендарном Хаммере с ДВС. Для показа бортовой информации предусмотрены панель приборов диагональю 12,3 дюйма и центральный сенсорный экран размером 13,4 дюйма. Поддерживается использование телефона в качестве цифрового ключа. В дорогих комплектациях предлагаются кожаная обивка, электропривод передних кресел, продвинутая акустика и ряд других опций. Среди имеющихся в наличии электронных ассистентов выделяется трассовый автопилот Super Cruise с функцией автоматического перестроения. На ряде американских дорог он продолжает работу, даже если убрать руки с руля. Как и пикап, внедорожник не имеет классической рамы, но оснащен жестким силовым каркасом с мощными подрамниками. Тяговая батарея серии Ultimum, состоящая из 20 ячеек, надежно защищена стальными пластами.
Аккумулятор интегрирован в общую структуру таким образом, что автомобиль способен преодолевать водные преграды глубиной до 610 мм. Конструкция шасси наделяет внедорожник эксклюзивными возможностями. Задние подруливающие колеса отклоняются на угол до 10 градусов, позволяя развернуться на участке шириной 10,8 метра. Повернуть задние колеса можно и в одном направлении с передними. Тогда машина будет двигаться боком, словно краб. Потому, собственно, этот режим и получил название Crab Walk. Пневмоподвеска нового EV-SAF по умолчанию обеспечивает дорожный просвет 257 мм. При необходимости он может быть увеличен до 404 мм. В данном случае кузов поднимается в крайнее верхнее положение, так что вездеходу оказывается по силам заехать на уступы высотой до 460 мм. Конечно, для этого штатная резина должна обладать нужными сцепными качествами. Приветственная серия Edition One основана на версии Hammer AV3 SAF. Техника тут аналогичная, но комплектация более насыщенная. Пакет Extreme Offroad стоимостью $5000 включает дополнительную защиту днища, усиленные полуоси, блокировку переднего дифференциала, имитацию блокировки заднего дифференциала, камеры системы Ultra Vision, расположенные под днищем, 18-дюймовые диски с шинами Goodyear Wrangler Territory. Энергия аккумулятора автомобиля пополняется с помощью 800-вольтового зарядного устройства мощностью до 300 кВт. Оно позволяет за 10 минут нарастить запас хода на 160 км. Культовый внедорожник с культовой ценой. Естественно, мы будем ожидать его на наших дорогах и будем смотреть с большим интересом на этого монстра. А пока он еще не появился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пиши в комментариях, насколько вы сильно любите Hammer. А на сегодня все. За рулем металл на колесах. Ни гвоздя, ни жезла.